Здравствуйте, друзья! Для любителей разных необычных рукоделий хочу рассказать о таком плетении шнурков, как плетение, называется в интернете это плетение на куколке. Ну, наверное, потому что вот такие вот игрушки, они бывают в виде различных куколок с личиками. Вот у меня в виде грибочка. Я купила такой набор, он стоит очень дешево. И к нему прилагается вот инструкция, в которой рассказывается, как плести шнурок. И что потом с этим шнурком можно сделать, какие изделия. Вот тут куклу можно сделать, жучка, цветочек. Ну, еще раз говорю, это все для любителей необычных рукоделий. Но надо сказать, что о таком методе плетения я знала с очень давних времен. Вот у меня сохранилась со старого времени вот такая вот катушка. Ей уже около 40 лет. В свое время я плела на ней такой шнур, который я хочу вам показать, из нескольких сложений разноцветных ниток. Вот зеленые, красные, желтые, ну, всякие, какие у меня были в наличии. Я плела такой вот шнурок или жгут. Получалось, ну, просто неимоверной красоты жгутик. Но это все ушло в прошлое, и об этой катушке я забыла. И мое удивление было, когда я увидела вот такую вот штуку. Я посмотрела в интернете, есть видео на эту тему, но там показан более сложный метод плетения, так же, как показан этот метод и в этой инструкции. А тот метод, который я знала уже очень много лет, он гораздо проще, и я вам сейчас покажу, как это сделать. Кому интересно, тот может попробовать. Еще раз говорю, вот такие вот штуки стоят достаточно недорого, а всегда что-то новое попробовать очень интересно. У меня вот такой вот толщины нитки. Это нитки ХБ. Но, в принципе, можно брать любую нитку, которая не эластичная. У меня эта нитка, ну, совсем не эластичная. Итак, в чем же заключается мой метод? Как и в плетении, которое указано в инструкции, кончик нитки мы просовываем в отверстие, так, чтобы его можно было вот здесь вот взять рукой. Взять и держать. Потому что для начальных шагов нужно нитку вот прикрепить. Первый набор мы делаем как здесь. Да, в наборе вот еще прилагается такая штучка, которой мы будем поднимать петли. Итак, смотрим. Сначала нам нужно сделать вот такую вот конфигурацию. То есть нитка выходит, и вокруг каждой вот дуги мы должны сделать петельку. И причем абсолютно без разницы, в какую сторону вы будете эти петельки делать. Заводим сюда, сюда, сюда и сюда. Вот мы сделали то, что нарисовано в инструкции. Теперь инструкцию я убираю и покажу вам мой метод. В интернете показываются эти методы так, что там нужно каждый раз набирать такую восьмерку, а потом поднимать петли. Я делаю все гораздо проще. Вот, нитка у меня идет. Я ее завожу на следующую дугу и поднимаю петельку. Вот так. И просто по кругу. Я даже не обращаю внимания на вот эти вот все восьмерки. Просто иду по кругу и поднимаю петельки. Вот здесь, когда вы немного проплетете, начнет выходить готовый жгутик. То есть вот таким вот образом просто идем по кругу и поднимаем вот эту вот петелечку сверху над ниткой. А нитка у нас будет в качестве следующей петельки, которая остается на дуге. Вот так. Периодически поддергиваем.
Вот такая вот красота получается. Ну, а заканчивать совсем просто. Нужно обрезать нитку. И теперь ниточку вытащить до конца. Или можно одеть иголку, пройти по петелькам. Ну, чтобы с иголкой не заморачиваться, можно вот так вот. И ниточку вытаскиваем вот сюда. Теперь осталось еще 2 раза так сделать. Раз. И ниточку вытаскиваем вот сюда. Снимаем. И остался последний штрих. Ниточку просунуть вот в эту петельку. Вот так. И вот мы затянули наш жгутик. Вот такой вот получается жгутик. По внешнему виду он абсолютно не отличается от того жгута, который предлагается в инструкции. Только плетется гораздо проще и быстрее. Ну и, друзья мои, кому интересно, можете купить вот такую вот штуку и делать интересные шнуры. А можете вот так, как я, сделать, если у кого-то осталась деревянная катушка. Но при желании это можно сделать и на обычной катушке. Установить вот сюда гвоздики и хорошенечко примотать скотчем. И будет у вас такая точно куколка. На этом, друзья мои, всего вам доброго. Будьте здоровы. До свидания.